Ну что, 31 декабря. Не знаю, получится что-то снять, не получится. Мы просто едем как цыгане, чтобы вы понимали. Ну вот, собственно говоря, мы и прибыли. Вообще, это очень хороший такой дневник. Мам, мы находимся прямо в центре, мы здесь живем. У нас есть шеф-повар нашего новогоднего стола. Пользуйтесь, если вам позволяет ваша жизнь. Обещаем, что будет очень вкусно. Ну, выглядит вообще пушка. А вот на стойке можно попробовать. Ну что, 31 декабря. Мы нашей бандой. Алексей Олегович, Валерий Иванович. Ну и тут, как перевернуть, как сделать это как блогер. И тут все мы едем вот такой бандой в Вологодскую область праздновать Новый год. Встречать. В общем-то, мы проехали Ярославль. Нам еще 3:42 до места назначения. Мы сейчас проехали Подвязного. Выехали из Подвязного. Держим путь в Вологодскую область на турбазу, где мы будем встречать Новый год практически всем составом нашей семьи. Практически. Да. Мы просто едем как цыгане, чтобы вы понимали. Там все забито, забит весь багажник. Просто друг на друге лежим. Смотрите на Аленку. Аленка вообще носом уткнулась в шубу. Джеки вообще под кайф. Молодец, Джеки, молодец. Чувак, твой пес торчок, а он и пиво пьет. Здесь по кайфу только собакам. Нет, на самом деле, я считаю, это нереально круто, когда ты Новый год, просто садишься в тачку и мчишь вообще в другой город. Мы сейчас решили снимать блог, чтобы научиться монтировать самим, чтобы научиться говорить на камеру. Ну и вообще, это очень хороший такой дневник, потому что вот у меня сколько телефонов не было, у меня файлы, фото не сохраняются так уж, чтобы вот у меня какие-то промежутки времени просто вычеркнуты из жизни. И, соответственно, все потеряно. А если снимать блог в таком формате, то ты это все задокументируешь, и потом можешь в любой момент с любого устройства, где есть интернет, посмотреть. Поэтому очень крутая эта тема, и мы хотим ее использовать по максимуму. Ну и плюс ко всему, да, для нашей профессиональной деятельности надо бы освоить азы монтажа, хотя бы какие-то самые базовые. Ну вот, собственно говоря, мы и прибыли в Вологодскую область на турбазу, где мы встречаем Новый год всей семьей. К сожалению, не в полном составе, не смог приехать мой папа, не смог приехать брат моей жены. Мы в следующем году вас ждем. Турбаза выглядит следующим образом. Вам вообще ничего не видно. Там наш дом. Здесь у нас находится кулинарная зона. Пойдемте посмотрим, что там находится у нас. Кулинарная зона выглядит у нас следующим образом. У нас есть шеф-повар нашего новогоднего стола. Добрый вечер. Максим Валерьевич, он же улетный дачник, он же без зависти и честно, всегда с вами. И, Валерьевич, я происхожу от того, что рядом находится мой отец Валерий Иванович, соответственно, я Максим Валерьевич. Вот, Два поколения под одной крышей. Да, мы здесь занимаемся подготовкой новогоднего стола, который будет украшен очень вкусным мясом, который готовится в казане по фирменному рецепту. Можно пройти туда, проходите. Ничего не видно, но обещаем, что будет очень вкусно. Я думаю, что каждый человек, который встречает Новый год в России в кругу семьи, хотел бы побывать в таком же месте и встретить его так же. В квартирах мы уже встречались, в своих собственных домах. У нас пока что они в производстве строятся. Поэтому выходим в выходы, празднования вот в таком формате, что тоже, говоря честно, неплохо. Музыка, сопровождающая наше настроение, не позволяет нам угаснуть.
и мы ждем Новый год. Сейчас, в данный момент у нас 17:48, 31 декабря 2022 года. С наступающим Новым годом вас, друзья! Ну что ж, друзья, вот мы и добрались до Вологды. Наше новогоднее путешествие продолжается. Мы приехали в Вологду буквально на пару дней. Тут побудем, погуляем. Не знаю, получится что-то снять, не получится. Приходится ближе подходить к камере, потому что нету петлички, которая пишет звук. А мы находимся рядом с дорогой. И поэтому могут быть проблемы, и мне приходится говорить намного ближе и громче. Вологда город интересный. Тут очень хорошее масло, которое производится, не только масло. Собственно говоря, вот и все. Сказать мне на данный момент больше нечего. Мы можем уйти сейчас для хорошего, красивого перехода, как обычно, в очко к моему брату. Что ж, вот мы пришли в магазин. Наши родные нам позвонили, сделали кучу уже заказов. Мы купили ингредиенты для греческого салата. Собственно говоря, вологодский магазин, обычный, магнит, вологодское масло. Здесь оно стоит 156, без скидки 210, ну короче 156. Вологодское масло 99 стоит. А теперь зайдите и посмотрите, сколько стоит в ваших магазинах это вологодское масло. В Москве оно стоит, ну если здесь стоит 169, то там оно стоит около 300. Вот такой вот интересный факт. В Костроме мы купили сыры. Вот такой большой сыр круглый. Он стоит там порядка 600 рублей. Не помню, сколько там граммов. Ну, что-то, наверное, не знаю, вот до килограмма. Но, в общем, собственно говоря, в Москве, если покупать сыр, то он будет стоить там за 300 грамм. Сколько он стоит обычно? По-моему, 300, там, 400 рублей, если хороший. Если там по скидкам можно за 200 купить, да? Это там грамм 150 будет. То есть мы в Костроме закупаем сыры, в Вологде мы закупаем масло, а в Москве мы покупаем очень дешево всякие разные колбасы на Черкизовском мясокомбинате. Прям магазин находится при заводе. Пользуйтесь, если вам позволяет ваша жизнь ездить в Вологду, в Кострому. Но если вы из Москвы, то вы знаете, где купить очень выгодно колбасы. А мы идем дальше. Ну и, конечно же, мы не могли забыть о наших любимых женщинах. И мы сейчас пойдем купим им пиво. Пойдем. Там нас по карте дальше показывают. Здесь тоже нет пива, я даже не знаю, где его продают. Пойдем, найдем. Ну мы вот идем сейчас гулять по Вологде, уже наступил другой день. Сегодня мороз, 10 градусов, солнце, прекрасная погода. Можем посмотреть на ту сторону, посмотреть, какая архитектура. И в принципе вся Вологда вот выполнена в таком стиле, в таком историческом стиле. Маленькие дома, мы находимся прям в центре, мы здесь живем прям вот, 2 минуты от центра, от главной площади, все в церквях. Помимо того, что тут производят масло, еще производят тут лен, кружева и еще кондитерские изделия и кирилловский лимонад какой-то мы вычислили, поэтому мы сейчас пойдем его найдем, купим и попробуем. Все-таки местная продукция, надо пробовать. Погнали! Ну, собственно говоря, само название говорит о том месте, где мы сейчас находимся. Можете посмотреть, как там все красиво. То есть со временем это место особо не поменялось. Там, не знаю, лет 100 назад, 200, наверное, было то же самое. Точно не знаю в датах, но я думаю, было. Поменялось только, наверное, то, что ездят более современные машины и люди более по-другому одеты. Хотя и мода уже это возвращается. Вот здесь находится музей кружева, то, о чем вам говорили. Софийский собор, Кремлевский сад. Это, грубо говоря, прям центр такой Вологды, исторический. Сейчас пройдем, посмотрим быстренько, что там находится.
Атмосферно здесь, да? Давай посмотрим. Вот это главная елка, да, получается? Ну, собственно говоря, подтверждение тому, что это, грубо говоря, главный центр Вологды, исторический, культурный. Это наличие елки. В каждом городе стоит главная елка города именно в таких местах. И мы находимся именно в таком месте в Вологде. Мы находимся в очень интересном месте в Вологде. Оно славится еще помимо этого всего хорошими настойками. Разные. Цена вообще недорогая. Вкусные настойки. Сыры. В общем, вот такой вот атмосферненький магазинчик такой. Сейчас мы купим настойку. Прошу прощения за небольшую дезинформацию. Главная елка города находится на площади Революции, которую мы видим прямо сейчас в кадре. Вон там находится вечный огонь. Можно, не знаю, видно его, не будет видно. Я думаю, кто захочет, тот видит, но тут даже глазами узреть с такого расстояния не так легко. Площадь Революции, а главная елка, в общем, находится здесь. А там Вологодский Кремль. Прошу прощения, я только начинающий такой обзорщик своей жизни. Да и в принципе этого достаточно для первого раза. Я думаю, вы меня поддержите лайком, может быть даже и подпиской. Буду делать все возможное, чтобы вам было интересно это смотреть. А если будет неинтересно, можете смело написать свое мнение в комментариях, что нужно исправить, чтобы было интереснее. Что можно добавить, что вы хотите больше узнать, может быть, узнать, чем мы занимаемся, где мы работаем. Это тоже достаточно интересная профессия, довольно-таки редкая для большинства наших сограждан нашей страны. Спасибо, без зависти и честно. Ну что ж, мы пока лимонад кирилловский не нашли, вологодский, но зато купили настоечку брусничную, 20%. Все говорят, что она очень вкусная. Помимо всего этого еще есть настойки на кедре, как правильно? Не знаешь? На кедру, ну? Ну, короче, вы меня поняли. И еще есть медовая, да, медовая. То они там уже 40% идут. Мы решили взять 20%. Потому что алкоголь мы особо не пьем, особенно крепкий. Легкий алкоголь уже тоже надоел. А вот настойки можно попробовать. Так, не знаю, как делаете вы, как вы заказываете. Я сначала в последнее время заказываю какой-нибудь салатик, либо пасту, проверяю кухню в данном заведении, вкусно, невкусно, там, и потом уже заказываю что-то дальше. В этом заведении получилось именно так, потому что в Костроме последний раз мы были в заведении, не буду называть его. Мы года 2 назад там были, было вкусно, сейчас вот пришли, еда безвкусная, а я заказал сразу 2 блюда. Сейчас по тактике заказали одну пасту, было вкусно, у всех отзывы собрал на столе, и у всех было нормально, и заказал бургер. Вот смотрите, какой бургер. Это у нас бургер с куриным бедром и с сыром чеддер. Там еще есть вяленые томаты, но выглядит вообще пушка. Еще есть картофелем фри, и как думаете, сколько он стоит? Выглядит идеально. 470 рублей, 400 грамм, друзья. Приятного аппетита мне и пока. Стандартная история начинает снимать, когда уже у всех почти все съето. Мы уже заказали по второму кругу, убедившись, что кухня здесь вкусная. Заканчиваем нашу поездку, удивительную поездку в Вологду, в Кострому, в Вологодскую область, где мы встретили на турбазе Новый год. И наше путешествие продолжится уже обратно в Москву, где мы будем встречать Рождество. Вот такие вот дела. Get life well, it's gotta
just survivors find a way